Прежде чем мы возьмемся за более сложную бизнес-логику, я предлагаю написать интеграционные тесты для наших эндпоинтов. Я создам папку, назову ее Presentation, в которой создам проект. Это будет проект XUnit и назову его API Integration Tests. Уберу все лишнее. Мы установим тестовый контейнер для базы данных. И также на будущее мы установим тест containers для Redis. Добавок к этому мы установим специальную библиотеку для очистки. И последнее, что мы установим, это специальная вспомогательная библиотека ASP.NET Core для интеграционных тестов. Теперь я создам наш главный класс для конфигурации интеграционных тестов. Назову я его Application Factory. Он будет наследоваться от вспомогательного класса, который позволит поднять все приложение в памяти. И также мы имплементируем интерфейс, который позволит вызывать специальные методы во время запуска и остановки интеграционных тестов. В первую очередь, мы добавим контейнер с базой данных, и для будущей бизнес-логики я сразу добавлю Redis контейнер. Также наш проект интеграционных тестов должен зависеть от нашего проекта API. Мы добавим для этого связь, Deploy Presentation проекта API. Следующим шагом записываем подключение к нашей базе данных. Также сохраняем состояние респаунера. Это необходимо для быстрой очистки таблиц между тестами, чтобы каждый тест был изолирован. Метод Initialize будет срабатывать один раз во время старта интеграционных тестов. Для начала параллельно мы запустим оба контейнера, контейнер с базой данных и контейнер с Redis. Создадим scope, получим доступ к базе данных и выполним миграции. Обратите внимание, что класс DB-контекста, DataContext, написан с модификатором доступа internal. И чтобы обойти это ограничение в проекте интеграционных тестов, мы создадим специальный файл в проекте, в котором находится наш класс, который с помощью этого кода разрешает доступ к нашему проекту интеграционных тестов. Теперь установим соединение с базой данных. Передадим connection string из нашего контейнера и откроем соединение. Respawn один раз сканирует нашу схему базы данных, чтобы быстро чистить данные после каждого старта. Мы указываем адаптер в базе данных, указываем, где находятся наши схемы, и не трогаем таблицу, в которой описаны миграции. Этот же метод у нас будет работать во время завершения интеграционных тестов. Мы закрываем соединение, останавливаем контейнеры и чистим наш тестовый сервер. Теперь подменим конфигурацию приложения для тестов. Устанавливаем окружение на тестовое, подменяем connection string для базы данных. В будущем подменим здесь connection string для Redis. Также мы подменим конфигурацию для Redis. Этот метод будет вызываться между тестами автоматически. Он будет очищать состояние таблиц базы данных до исходного состояния. Также в будущем мы напишем имплементацию метода для очистки состояния Redis между каждым тестом. И еще один небольшой метод, который поможет нам сидировать данные для удобного тестирования. Добавим значение в базу данных, применим результат и вернем это значение. На этом все. Этот класс закончен. Теперь мы создадим еще один вспомогательный класс. Служит он для того, чтобы XUnit создавал один экземпляр Application Factory на всю коллекцию тестов. Он будет пустой, в нем нет необходимости писать ничего дополнительного. Теперь мы создадим еще один конфигурационный класс. В первую очередь мы помечаем наш базовый класс для интеграционных тестов нашей коллекцией. Дальше мы создаем клиента в оперативной памяти, создаем фабрику и описываем методы старта и окончания каждого теста. Давайте я закрою все лишнее и напишем тесты для пока что двух эндпоинтов. Я создам директорию, назову ее endpoints, создам еще две директории, чтобы продублировать структуру в проекте API. Давайте начнем с категорий. Я создам класс, чтобы протестировать endpoint getAll. Следуемся от базового класса, передадим туда factory и напишем наш первый тест. Каждый тест я поделю на три части. Первая часть — это подготовка, вторая часть — выполнения нашего теста, и третья часть — это проверка результата. Для того, чтобы наш тест был более информативный, на этапе подготовки я предлагаю засидировать в базу данных несколько категорий. Но чтобы каждый раз не дублировать код, мы создадим специальный класс. Здесь мы создадим несколько категорий, их может быть сколько угодно, которые будем использовать в тестах. И два метода, которые необходимы для работы XUnit.
Так, давайте я закрою этот класс, и мы напишем тест. В первую очередь мы подготовим наши данные. Давайте получим категории в переменную, возьмем категории и добавим их в базу данных. На этом с подготовкой теста, кажется, все. Можем переходить к выполнению. Это метод get. И теперь проверка. Давайте проверим, что респонс у нас не пустой. И пока что просто то, что он выполнился успешно. Теперь я попробую запустить этот тест. Окей, у нас возникла первая ошибка. Переходим в Application Factory и пока просто закомментируем этот метод. Пока что закомментируем эту строку и попробуем запустить тест еще раз. Перейдем в наш db-контекст и уберем эту переменную. Она здесь лишняя. И попробуем запустить тест еще раз. Наш тест выполнился успешно. Можем теперь расширить его функционал. Теперь предлагаю распарсить результат. Дальше сверим количество значений, которые мы получили в результате, и проверим каждое значение по отдельности. Пробуем запустить тест. Тест выполнился, все работает отлично. Давайте теперь напишем тест для листинга. Давайте я для удобства открою в этот раз endpoint. Есть два возможных результата. Мы можем получить листинг, либо можем получить ошибку 404. Мы должны проверить оба результата. Первый тест — это будет проверка положительного результата. Он также у нас будет состоять из 3 частей. И давайте мы сразу создадим тестовые данные, чтобы для каждого последующего теста у нас уже были приготовленные листинги. Давайте мы откроем класс листинга. Посмотрим, из чего он состоит. Обратите внимание, листинг во время создания у нас должен принять ID категории. Поэтому мы создадим промежуточный класс. Я назову его тест-листинг. Мы уберем дату. Мы уберем статус. Статус у нас назначается автоматически. Мы примем только title, описание и цену. Теперь напишем наш код. Это специальные методы, которые нужны для работы XUnit. Создадим наши листинги. Я немного промотал. Создал несколько листингов типа тест-листинг, в которых есть title, description и цена. Теперь мы напишем реализацию метода для XUnit. И также напишем специальный метод, который переформатирует наш тест-листинг в объект листинга. Мы вернем листинг, примем тестовый листинг и примем ID категории. Все, и здесь мы можем создать обычный листинг. Сейчас покажу, как мы этим будем пользоваться. Итак, перейдем в наш тест. Мы будем принимать наш объект тест-листинг. И чтобы его создать и добавить в базу данных перед тестом, нам нужно ID категории. Категория уже должна существовать в базе данных. Давайте перед созданием листинга мы будем создавать случайную категорию из нашего списка. Теперь мы создадим листинг и вызовем метод createListing. Мы передаем тест-листинг и передаем ID категории, который мы только что создали. Добавляем листинг в базу данных. На этом все, окружение подготовлено. Давайте вызовем наш тест. Да, паттерн у нас определился правильно. Мы передаем ID листинга, все верно. Давайте проверим результат. Он должен быть у нас не пустым. И статус-код у нас должен быть 200. Давайте попробуем запустить тест. Для всех наших листингов тест работал успешно. Давайте теперь его расширим. Для начала спарсим результат. Проверим, что он у нас не пустой. Теперь проверим ID. Проверим title. И попробуем запустить теперь полный тест. Тест отработал успешно. Все отлично. Теперь проверим поведение для листинга, который не найден по ID. Он будет состоять у нас из 3 частей. Мы также создадим вспомогательный класс для несуществующих ID. И сразу в этом методе для XUnit мы напишем наш код и создадим их просто несколько. Этого достаточно. И примем наши ID в начале теста. Напишем сразу реализацию, проверим результат и попробуем для начала запустить этот тест. Тест отработал успешно, поэтому теперь мы можем проверить сообщение, которое должен вернуть наш сервер. Давайте создадим экземпляр ошибки и передадим сюда listing ID.
Напоминаю, что она у нас срабатывает в хендлере, когда листинг не найден. Теперь мы проверим, содержится ли эта ошибка в результате. Прочитаем сразу строку и попробуем запустить тест. Отлично, это сообщение содержится в результате, так что тесты для имеющихся эндпоинтов у нас написаны. Давайте запустим все тесты сразу, проверим наш код и на этом можем заканчивать. Все тесты выполнились успешно. Проверим весь наш код. На этом все. Все выглядит неплохо. Можем переходить к следующей части.